Рекомендую посмотреть стены. Эти стены на канале. Поначалу может показаться, что получается какая-то фигня. Это надо будет просто сделать в каком-нибудь видео. Всем привет! Вы на канале Креативный слой, с вами Ксюша. Мы находимся в новой студии. В предыдущем ролике показали, как сделать вот эти стены. Видео получилось интересным, поэтому обязательно его посмотрите. Ну а сегодня делаем гладкую декоративную штукатурку из обычной шпаклевки. Для начала нанесем кварцевый грунт. Наливаю грунтовку в ванночку. Кварцевый грунт можно заклировать, если вы будете наносить в другом цвете, не в таком, как я. Для кварцевой грунтовки используйте валик с коротким либо со средним ворсом, а вот поролоновый не подойдет. Кварцевый грунт наношу в один либо в два слоя, двигаюсь валиком в разных направлениях. Наша задача распределить песочек по поверхности равномерно. В углу прокрашиваем кисточкой. Обычная грунтовка высыхает буквально 1,5-2 часа, но кварцевый грунт, который мы использовали, сохнет гораздо дольше. Песчинки должны хорошо закрепиться на поверхности, и когда вы проводите рукой, не должны сдираться. Тогда грунт кварцевый точно высох. Прошло 12 часов, кварцевый грунт хорошо высох. Можно приступать к созданию рисунка. Делать я его буду из сухой полимерной шпаклевки. Ее необходимо заколеровать в два цвета. Делать я это буду при помощи черного и оранжевого колера. Заливаю сначала черный в уже подготовленную воду для шпаклевки. В первую емкость заливаю больше колера, во вторую меньше. Также точно поступаю с оранжевым, чуть-чуть в светлый цвет капаю и побольше в цвет, который потемнее. Мы не хотим сделать цвет бежевым, мы хотим его оставить теплым серым. Когда необходимо смешать жидкие и сухие материалы, сначала смешиваем жидкие материалы, потом добавляем сухую смесь. Хорошо перемешали колер с водой и добавляем туда шпаклевку. Замешиваем погуще, чтобы было проще с ней работать. Шпаклевка у нас полимерная, она достаточно долго сохнет, поэтому можно замешать сразу все необходимое количество. Подготовили шпаклевку. Также нам потребуется вододисперсионная либо акриловая краска. У меня она будет в двух цветах, белая и черная. Я ее перелила в кондитерские мешочки. Если их нет, подойдет обычный шприц. И также самое важное, потребуется пленка. Пленку я нарезала в произвольной форме. Лучше выбирать потолще, подойдет также и парниковая. Накидываю шпаклевку на пленку. Один и другой цвет. Беру я по небольшому количеству. Темный и слегка делаю недомес. Добавляю белую краску, отрезаю кончик пакета и выливаю туда краску. Слегка по контуру, чтобы потом красиво расходилось. Заклеиваю пакетик скотчем. Далее берем черную краску и наливаем в другую сторону, чтобы они слегка только смешивались. Добавили черный, можно в принципе так уже и наносить, а можно добавить еще шпаклевки. Сворачиваю пленку и слегка шпаклевку разминаю. Беру ее и приклеиваю к стене. Я ее приклеила, приминаю ее немножко, разглаживаю по стене. Далее беру кельму и уже кельмой разглаживаю, чтобы заполнить все пространство пленки. Там, где, к примеру, не хватает, можно пленку срезать, либо добавить шпаклевки. Просто шпателем добавляю за уголочек шпаклевку, придавливаю, беру опять кельму. Шпаклевка в сыром виде дает достаточно темный цвет. При высыхании она будет светлее, поэтому это тоже надо учитывать в процессе колеровки. Если из-под пленки шпаклевка вылезает, в этом ничего страшного нету. Все равно всю плоскость нам нужно заполнить.
Закончили с первым кусочком пленки. Можно его разглаживать при помощи кельмы. Также подойдет шпатель, либо резиновый валик для прикатки обоев. Берем следующий кусочек пленки. Также наносим немножко светлый, темный. Слегка перемешиваем. Добавляем белую краску в углубление. Даст интересный рисунок. По краям можно добавить. И также добавляю черную. Где-то вот здесь добавлю ее, здесь вот по краю. Опять складываю пленку. Немножко ее приглаживаю. Разгибаю и прикладываю к стене. Цвета можно сочетать не только серые. Серый просто самый универсальный цвет, как мне кажется, подходящий практически в любой интерьер. Не обязательно использовать обычную шпаклевку. Можете также брать венецианскую штукатурку, либо обычную декоративную моделирующая штукатурка подойдет. То есть можно с зерном штукатурку брать, типа травертина, мармарина. Шпаклевки можно брать не только сухие, но, к примеру, и готовую шпаклевку. Так, по крайней мере, ее не надо будет замешивать. Просто взяли из банки ее и используйте. Никуда не торопимся. Делаем все аккуратно, заполняем участок за участком. Беру еще один кусок пленки. Также наношу темный и светлый цвет. Наносим темный цвет. Параллельно ему светлый цвет. Еще раз темный цвет и двигаюсь по форме пленки. Так, добавим еще здесь. Здесь пленка у нас шире. Берем краску белую, черную. Можно, кстати, не в каждом рисунке использовать оба цвета. Можно просто где-то белый использовать, где-то только черный. Давайте ради интереса сделаем один именно с белым только цветом. Чуть-чуть мы ее прижимаем к центру, с краю и приклеиваем к стене. Так, выбираю направление и прижимаю пленку. Сначала вручную, а потом берем кельму либо шпатель и разглаживаем. Инструмент время от времени промывайте водой, чтобы он у вас был чистый. Просто если будет кельма грязная, она будет пачкать сразу же пленку, и вы не будете видеть, что у вас под пленкой получается. А это важно контролировать рисунок, как мы его растягиваем, чтобы не получалось каких-то очень ровных, к примеру, полос, чтобы красиво цвета под пленкой смешивались. Поэтому выбирайте пленку прозрачную, то есть черная, к примеру, пленка не подойдет, под ней вы просто не увидите сам рисунок. Беру следующую пленку и приклеиваю в угол. Прикладываю ее к стене и делаю переход на соседнюю сторону. Периодически не забывайте промывать инструмент, чтобы он был чистый и было проще с ним работать. Сначала приглаживаю в сторону угла, одну сторону и вторую сторону. И аккуратно разглаживаю от угла движение сначала, чтобы пленку заполнить. И когда заполню, уже делаю движение к углу, чтобы здесь опять его сформировать. И далее на соседнюю пленку. Также от угла. Все, что вылазит, я просто рядышком растягиваю. И потом делаю движение уже к углу. Формирую опять угол с одной и с другой стороны. Расклеили пленку. Далее берем ту же самую шпаклевку и заполняем оставшиеся участки. Набираю на кельму. Можно взять просто широкий шпатель. Один и немного второго цвета. И
и заполняю все пропуски. Не обязательно наносить шпаклевку прям очень ровно, просто заполняем пространство между пленками. Сейчас пока не совсем понятно, что получается, но мне кажется, это очень интересно. Закончили, оставляем шпаклевку высыхать в течение суток. Прошли сутки, шпаклевка под пленкой практически высохла, можно снять пленку. Шпаклевка до конца под пленкой не высыхает, так как поверхность пленки не пористая, поэтому мы сейчас пленку снимем и еще раз оставим шпаклевку, чтобы она высохла. Чтобы проще было отрывать, нужно будет слегка ее подрывать. Либо ножом можно это сковырнуть, но практически везде видно, где мы наклеивали пленку. То есть нет такого, что вы пленку наклеили, к примеру, и ее нигде не видно. Всегда можно найти краешек под шпаклевкой и оторвать пленку от поверхности. То есть потерять ее, в принципе, там наклеенное место с пленкой практически невозможно. Плюс еще пленка сама по себе блестит, и также можно слегка шпаклевку подразмыть. То есть с пленки она смоется и освободится край. Сняли всю пленку, оставляем шпаклевку до полного высыхания. Непросохшие участки шпаклевки полностью высохли. Сейчас приступаю к шлифованию. Делать я это буду 120-м зерном. После шлифовки обязательно грунтуем поверхность, чтобы ее обеспылить. Начинаем грунтовать снизу вверх, чтобы не было подтеков после грунтовки. Закончили с грунтовкой, дадим ей полностью высохнуть в течение 2 часов. После этого нанесем глянцевый лак. Грунтовка полностью высохла, можно приступать к лакировке. Лак буду использовать акриловый паркетный. Наношу я лак велюровым валиком, чтобы меньше создавать пузырей на поверхности. Наносим первый слой лака очень тонко. Лак необходимо нанести в 3 тонких слоя с межслойной сушкой 1,5 часа. Так как лак у нас на водной основе, он не имеет запаха и образует паропроницаемую дышащую пленку. После того, как нанесли все 3 слоя лака, оставляем его высыхать в течение недели. Лак хорошо высох и можно приступать к его полировке. Но для начала необходимо защитить угол соседней стены. Для этого проклеим его малярным скотчем. Начинаю с 400 зерна, далее на уменьшение 500, 1000, 1500 и 4000 завершающее. Приступаю к последней, к 4000.
Закончили с первой стеной. Вот такой у нас хороший глянец получился. Вторую стену я пока не делала. Можно оставить вариант без полировки, слегка шероховатый, не очень гладкий и без лишнего глянца. Часто спрашиваете в комментариях, как сделать подобный вариант только во влажном помещении. Все достаточно просто. То есть выбираете не полимерную шпаклевку, а акриловую влагостойкую, либо же цементную. Колируете точно таким же образом и наносите при помощи пленки. После этого шлифуете и покрываете не акриловым лаком, а двухкомпонентным, либо эпоксидной смолой. Тогда поверхность выдержит прямое попадание воды. У такого варианта поверхность не идеально гладкая, в ней имеются маленькие рытвинки, сколы, они очень хорошо и натурально смотрятся за счет того, что все-таки шпаклевка, высыхая под пленкой, в ней образуется воздух, и этот воздух создает такие пузыри на поверхности, которые при шлифовке хорошо открываются и выглядят максимально натурально. А если же вы наоборот не хотите, чтобы у вас были эти пузыри, а более ровную гладкую поверхность, то после того, как прошлифовали в первый раз, необходимо нанести тонкий слой полимерной шпаклевки и еще раз прошлифовать. Тогда эти кратеры заполнятся новым цветом. Такой техникой нанесения под пленкой мы действительно можем добиться очень красивого, натурального эффекта под камень, то есть когда расходятся цвета именно не так, как будто мы их шпателем смазали, потому что смаз получается не очень красивый, а вот естественным образом расходящийся рисунок камня. Если вы хотите такой же вариант повторить, но при этом у вас нету эксцентриковой шлифовальной машинки и хотите это сделать при помощи болгарки, то болгарка должна быть с регулировкой скоростей и выставляете ее на самый минимум, чтобы не поджигать лак. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, здоровья, пока! Еще раз. Чего ты не улыбаешься-то? В смысле? Улыбайся давай. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Ну, шире улыбку. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал. Улыбаешься, вот когда говоришь, на сегодня у меня все. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь. Не, ты зубы что ли не было? Да блин, я не могу так разговаривать. Ты что, с ума сошел, что ли? Да можешь, ты раньше получалось. Челюсть столбная была. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, здоровья, пока. Не верю. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, здоровья, пока. С головой ты зачем так махнула? Как будто нет. Пока. Пока. Нормально. А на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, здоровья, пока. Так? А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, здоровья, пока.